Так, установка to recreate. Как видим, она требует два условия. Python, одной из этих версий. Но архитектура, я думаю, у всех одинаковая. Так что установим Python и Linux. Конкретно Linux через какие-то виртуалки устанавливать, наверное, будет бессмысленно, потому что он будет работать очень медленно. Вот. Проще всего установить через VCL. Так, как установить VCL? Простая одна команда. Открываем PowerShell. Именно от имени администратора. VCL минус-минус install. У меня оно уже установлено, но, в принципе, вот одна команда сразу настроит компьютер и установит эту Ubuntu. По идее, все должно работать. Вот. А далее надо перезагрузить ПК. То есть у меня уже установлено, оно работает. Но если не установлено, нужно обязательно перезагрузить комп. И иначе оно просто не запустится. Потом просто запускаем VCL. Вот. Он при первом запуске предложит создать нового пользователя. То есть надо будет ввести пароль, подтвердить пароль, и все. Вот мы заходим в наш, так сказать, профиль. Вот. На LS можно посмотреть список текущих папок здесь. Ну, у меня здесь уже есть, потому что я этим пользовался. Вот он. Ну, будем устанавливать сейчас Python с нуля. Python нужен 3.8 версии. Поэтому заходим сюда. Python. Вот здесь есть версии. Вот. Я думаю, вот 3.8.19 можно скачать. Здесь Jupyter Starball. Правой кнопкой мыши копировать адрес ссылки. Сейчас по этому адресу ссылки установим непосредственно архив с питоном. Чтобы установить архив, нужна утилита widget. А для начала при входе сделаем команду sudo. То есть это, так сказать, с высшим приоритетом, ну как типа от имени администратора Windows. apt get date. Вводим пароль. Чтобы обновить. apt это как установщик пакетов в Linux. Upgrade тоже, чтобы он обновил всякие пакеты. Вот у меня уже все обновлено, поэтому здесь все быстро произошло. Но это может занять какое-то время, если не было обновлено. Далее, также sudo get install Python 3 pip. Это так. Сначала установим виджет. И вот теперь виджет установлен. Вот. И с помощью него можно скачивать файлы по ссылке. То есть виджет, правой кнопкой мыши скопированную ссылку вставляю. И он скачивает этот архив. Вот он здесь появился. Теперь нам нужна утилита tar. По-моему, он уже тоже установлен по умолчанию, но если не установлен, также sudo apt get install tar. Ой, что я установил? Dependencies 3. Ну, в общем, вот теперь нужно этот архив распаковать. tar минус xzvf. Устанавливаем флаги для распаковки и путь к архиву. 8.19.tengz. Он все распаковал. Так, у нас появилась папка Python 3.8.19. Переходим в эту папку. Здесь есть файл config. Вот configure. Сейчас он горит зеленым, потому что ему выданы права на исполнение. Но если не будут выданы права на исполнение, тогда используем чмод 777, то есть даем ему максимальный приоритет. И configure. Вот он должен гореть зеленым. Теперь выполняем его. Он сейчас конфигурирует. Ну, в общем, Python. В общем, я пропустил довольно длинный процесс установки. Вот, у нас появятся сконфигурированные, ну, появятся дополнительные файлы. Тем используем утилиту make.
Просто вводим make, и она сейчас будет устанавливать Python. Так, вот, наконец-то установился. Как можем видеть, у нас здесь появился файл Python. Он опять же зеленый, значит, его можно исполнять. Если мы сейчас его вызовем, у нас откроется интерпретатор. Вот, как видно, Python версии 3.8.19. Можно здесь что-нибудь сделать. Вот, он работает. А чтобы выйти, это exit скобочками. Все, вышли. Все, он работает. Теперь нам нужно установить утилиту pip. Pip устанавливает пакеты для Python. Соответственно, какие-то библиотеки. Уже знакомая команда sudo get install python 3 pip. Вводим пароль. Вот, все установилось. Теперь можно проверить минус-минус version. Посмотреть установленную версию. Вот, версия установлена. Итак, следующий шаг — это создание виртуального окружения. Используем Python из папки, которую только что его устанавливали. Используем venv и указываем место, указываем папку, где нужно, где поместить эту виртуальную среду. Пусть будет называться new venv. Жмем Enter. Все, она создана. Вот она лежит в папке new venv. Далее нам ее нужно активировать. Переходим в new venv, в папку bin. И у нас здесь есть activate. Сейчас он, скорее всего, не даст исполнить activate, потому что нет прав. Да, поэтому используем chmod. Дадим максимальные права ему. Вот он загорелся зелененьким. Чтобы его активировать, нужно написать source и activate. Все, вот, у нас здесь появилось в скобочках то, что мы находимся в этой виртуальной среде. Теперь можно даже посмотреть, например, версию Python. Вот она, 3.8.19, которую только что установили. Следующий шаг — это установка библиотек. Сначала установим Repeater Notebook, pip install notebook. Так, вот, pip available, но предлагает обновить pip, но пока не будем это делать. Так, теперь, чтобы запустить Repeater Notebook, пишем Jupyter Notebook. Он запускает сервер. По идее, он сам должен браузер открыть. Но если не откроет, вот здесь ссылочки есть. Вот, как видим, он открыл именно те файлы, которые находятся вот в текущей директории. Следующий шаг — это установить необходимые библиотеки. Используем pip install turi create. Она установится в эту виртуальную среду. Вот, как ни странно, он довольно быстро все установил. Так вот, все, теперь все библиотеки установлены. Можно запускать Jupyter Notebook. У меня здесь уже есть папочка с закачанными файлами. Пробуем сейчас импортнуть эту библиотеку. Вот, импортнулось без ошибок, все работает. Прекрасно. Все выполняется. Все. Поздравляю. И небольшой бонус, как автоматизировать этот запуск, чтобы каждый раз вручную не активировать виртуальную среду, не запускать Jupyter Notebook. Создадим скрипт touch, пусть будет называться ML, с расширением SH. Затем в редактор Nano открываем файл и пишем то же самое, что мы делаем для активации. Source
New bin activate. Далее запишем VPython ноутбук. Минус порт. Пусть будет 8899. Минус порт указываем, чтобы он сразу открывался в браузере. Ctrl сохраняем, входим. Ctrl-X выходим. Вот, и теперь запускаем его через bash. Вот, можно проверить, что все работает. Да, все работает. Также вот здесь не получается написать никакие команды, потому что здесь запущен Юпитер. Соответственно, можно запустить этот скрипт в фоне. И надо в конце поставить амперсант. И все, и мы можем продолжать выполнять команды.